Магия атлантов представляла собой продукт высоких технологий. Каждый маг был результатом работы большого количества специалистов – ученых, техников, лаборантов. Для создания магов из обычных людей использовали специальные машины, имеющие биологическую природу и созданные по аналогии с некоторыми органами тела. Отобранные для трансформации в магов, люди погружались в эти машины на длительное время, в течение которого происходило преобразование их ментального тела. Исходное ментальное тело человека уровня 3-7 после определенного воздействия уплотнялось и формировалось. С помощью специальных программ личность будущих магов многократно усложнялась. Формировались внутренние сервисные службы, внедрялись искусственные структуры, увеличивающие возможности тела и расширяющие параметры сознания. Создавались каналы связи с определенными особыми энергетическими точками планеты. Для каждого потенциального мага разрабатывали индивидуальную программу развития, учитывающую особенности его личности. В итоге способности разных магов в значительной степени отличались. Земля, как высокотехнологичный мир, входила в сообщество развитых миров и присутствовала на межпланетном рынке технологий. Некоторые продукты, произведенные по земным технологиям, были уникальны и высоко ценились на этом рынке. Как и маги Земли, они отличались от магов других рас и создали собственную магическую школу. После гибели цивилизации маги оказались выброшенными на улицу. Земля из процветающего развитого мира превратилась в кладбище и помойку одновременно. Утратившие навыки цивилизованной жизни, варвары копошились в этой помойке и странствовали по планете в поисках более приемлемых условий существования. Вспыхивали войны между варварскими племенами, делившими пригодные для жизни территории или какие-то притащенные с помойки предметы, назначение которых так и оставалось для дикарей неизвестным. Параллельно существовали базы атлантов, уцелевшие островки древней цивилизации, где сохранялась наука и происходила передача знаний. Там готовили прогрессоров, засылаемых дикарям с целью создания новых цивилизаций. Дикари постоянно штурмовали оплоты древних с целью разграбить все, что вызывало у них зависть. Магические способности рассматривались как редкий и ценный ресурс, магов выслеживали и старались поработить. Власть над племенами захватывали наиболее сильные и жестокие воины. Маги держались отдельно, создавая для себя приемлемые условия с помощью сохранившихся у них знаний. Они поддерживали связь, но старались селиться вдали друг от друга, чтобы их интересы не пересекались. Базы стремились переманить магов к себе и объединить всех обладающих полным сознанием. Однако в так называемых запретных городах богов действовали жесткие законы, предписывавшие магам строгие правила поведения и ограничения. За стенами запретных городов, расположенных, как правило, в горах или на дне океанов, на равнинах, населенных варварами, эти ограничения не действовали. Здесь маги чувствовали себя всесильными. Однако такая жизнь несла в себе множество опасностей. Маг, увлекшийся идеей собственного всемогущества и потерявший чувство реальности, мог стать легкой добычей варварских князей, которые воспринимали магические способности в качестве весьма ценного трофея. Попавшего в плен мага ждала весьма незавидная участь, так как его старались искалечить, сделав покорным и зависимым. Обычно пойманных чародеев оскопляли и лишали зрения. Часто отрубали одну ногу или одну руку. Зазевавшийся маг, погруженный в созерцание энергетических феноменов и дальних миров, мог прийти в себя заточенным в пещеру, лишенным глаз и гениталий. Поэтому обитающий во внешнем мире маг старался как можно глубже спрятаться и максимально быстро восстановить свои силы. Все это время ему надо что-то есть и как-то жить, поэтому маг не может просто бесследно исчезнуть. Со временем появились убежища, монастыри, в которых маги могли укрыться в период восстановления дара. Однако обычные фанатичные люди, собиравшиеся в монастырях, представляли для магов не меньшую опасность, чем варварские князьки. Появившиеся религии должны были дать людям защиту от магов. Однако реальной защиты религия не дает. Скорее можно сказать, что маги стараются
не связываться с людьми, защищенными религиозными талисманами. Просто они не хотят иметь ненужную проблему с эгрегором религии. Каждый эгрегор связан с каким-то богом, человеком самадхи. Обладая большим могуществом, они охраняют свое стадо, являющееся для них источником ментальной энергии. Кроме того, многие боги происходят из нечеловеческих рас и не испытывают к магам, асурам, ливанам каких-либо сентиментальных чувств. Иными словами, между богами и магами существуют некоторые разногласия, причем достаточно весомые, для того, чтобы маги не лезли на рожон. При столкновении с эгрегором какого-либо бога, святого, магу приходится воевать с йодамом данного эгрегора. Отсюда сила веры, место внутри эгрегора определяет ценность данного человека для йодама данного эгрегора и, соответственно, силу заступничества йодама. Сам религиозный талисман имеет мало значения. Имеет значение, с какой силой человек за него держится, как поручень в трамвае. То есть формальная религиозность не является защитой от магии. Защитой может быть только реальная вера или доверие к данному эгрегору. Религиозный человек верит в заступничество своего святого йодама, и это дает ему защиту от магии. При этом маги, как правило, не агрессивны в отношениях с людьми и вовсе не собираются сражаться с эгрегорами йодамами, наоборот, стараются забиться в какую-то щель, где восстанавливают свои силы. Обычно именно религиозные фанатики кидаются на магов, имея какие-то свои мотивы. Именно в таких случаях магу приходится биться, отбиваться с религиозным эгрегором. Поэтому, имея такую перспективу, маги создают ордена, как магические эгрегоры, позволяющие им противостоять массовым религиозным эгрегорам. А тайные общества – это убежище, предоставляемые магами более высокого уровня магам начинающим. Как правило, тайные общества создавались вокруг воплотившихся древних магов, и среди них могли быть и маги самадхи. В то время как мое живое тело находилось в капсуле гибернации, анабиоза, на орбите планеты, я многократно воплощался в человеческом теле на этой планете. При этом не переставал оставаться магом-веруанийцем, находящимся в состоянии самадхи. Ну или в крайнем случае сатори. Я, честно говоря, не пробовал возвращаться в законсервированное тело. За это время я создал собственный эгрегор и связанный с ним культ, а также неоднократно создавал тайные общества, магические ордена. В течение долгого времени изучал свойства собственного культа и новые возможности, которые он дает. Оказалось, что божественная сущность, живущая в значительной степени самостоятельно, работает как мощная энергосистема, увеличивающая мои энергетические возможности. Выбрав область культуры как наиболее важное, с моей точки зрения, явление для развития цивилизации, стал организовывать центры, которые можно было смело назвать средоточием информации. Мы концентрировали и преобразовывали существующую в этом временном горизонте информацию, собирали рукописи и развивали искусство. Оказалось, что такая внешне бесполезная вещь, как музыка и танцы, позволяет концентрировать знания и способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Кроме того, во время театрализованных представлений происходит формирование информационной структуры из зрителей, между которыми возникают высокочастотные связи, достаточно устойчивые для того, чтобы закачивать в социум полезную информацию. Так мне удавалось создавать доминирование определенных социальных групп и целых народов. Сплоченные специальными мистериями социума отличались тягой к порядку и прогрессу. Введенные в состояние коллективного транса, люди переносились в более справедливое и технологически продвинутое общество, кратковременное пребывание в котором впоследствии задавало вектор развития всего социума. Показывая обычным людям сцены из жизни богов, мы создавали неосознанное стремление к иной, лучшей жизни. Кроме того, в подсознании варваров копошились граждане совершенно иных социумов, которые активизировались нашими театрализованными постановками. Я лично подбирал в актеры людей, имевших псионический дар, то есть способных проецировать на аудиторию сложную совокупность зрительных, слуховых и тактильных ощущений. В последующих вариантах театра использовалось гораздо больше бутафории и декораций.
Моих актеров можно было бы смело назвать чтецами, однако некоторые из них во время представления и вовсе молчали. Для них мне удалось достать специальные шлемы, усиливающие псионические способности. В этих шлемах актеры были похожи на муравьев. Позже актерам надевали на голову маски, однако такого эффекта, как псионические шлемы, они уже не давали. Мои центры, расположенные в различных точках Ойкумены, территории, охваченные хоть какой-то цивилизацией, назывались Оракул. К этому имени прибавлялось название места: Дельфийский оракул, Критский оракул, Мальтийский оракул, Луксорский оракул и так далее. Оракул представлял собой отдельное сооружение, вокруг которого располагались жилые помещения. При каждом оракуле создавалась школа, в которой обучались прорицатели, обслуживающие комплекс. Для этих школ я разработал специальную программу обучения. Сам оракул по функции можно описать как информационный центр, оказывающий платные услуги. Все оракулы имели прямую связь друг с другом, осуществляющуюся с помощью медиумов. С этой целью в каждом оракуле всю важную информацию, предназначенную для передачи, записывали на больших глиняных таблицах, расположенных на специальных столах. Информация записывалась специальными символами и иероглифами, причем каждый означал не только слово, но иногда и целую фразу. Медиум, служивший в данном оракуле, выходил из тела, перемещался по очереди в другие оракулы, считывал сообщения и, вернувшись в тело, диктовал тексты писцам. Так информация, полученная каждым медиумом, передавалась остальным. Оракулы имели специальные штаты шпионов, собирающих информацию на своей территории. Как правило, сборщики действовали через воров, бродяг и нищих, выплачивая деньги за ценные данные. Информацию обрабатывали аналитики. Они формировали общую картину по Ойкумене. Группы аналитиков общались между собой. Ответы оракула на запросы строились на базе общей картины, создаваемой аналитиками. В основе обучения магов в школах оракулов лежала статистика наблюдений. Ученики в полной темноте брали в руки предметы из разных материалов. Перебирая эти предметы, они должны были почувствовать разницу. Спускаясь в темное подземелье по длинной лестнице, почувствовать несколько проваливающихся ступенек, представляющих опасность для жизни. А из группы, стоявших в ряд кувшинов с узким горлышком, выбрать те, в которых нет ядовитых змей, и засунуть внутрь руку. Отбор в школу происходил в лабиринте. Претенденты на обучение должны были добраться до комнаты, в которой сидел писец, и регистрировал всех пришедших. Большая часть претендентов проходила лабиринт насквозь и уходила ни с чем. Ученики школы получали стипендию, которую каждый раз надо было найти. Все обучение было построено на статистическом исследовании больших групп объектов. Изучение предметов проходило в полной темноте, в условиях, когда обычные органы чувств не работают. Кроме того, большая часть исследований объектов выполнялась в условиях угрозы для жизни учеников. Выпускники школ сдавали достаточно сложный экзамен, связанный с предсказанием состояния дел в Ойкумене. Ученику называли дату, которая должна была наступить через месяц. Экзамен считался сданным в том случае, если соискателю удавалось предсказать наиболее важные события, которым предстоит произойти в зоне ответственности данного оракула. Те, кто успешно сдал экзамен, получали должность предсказателя, остальные попадали в штат шпионов. Ученики школы, проработавшие агентами не менее 3 лет, могли перейти в школу диверсантов. Здесь готовили высококлассных воинов, способных проникать в лагерь врага, устранять предводителей и похищать ценные артефакты. Постепенно власть оракулов распространилась в Ойкумене. Постоянные войны, которые вели друг с другом варварские князья, приобрели более цивилизованные формы, и появилось подобие правил их ведения. Оракулы приобрели такое влияние, что нам удавалось предотвращать некоторые вооруженные конфликты и влиять на престолонаследие в наиболее крупных княжествах. Используя театры, мы распространили представление о цивилизованном образе жизни и внедрили идею спортивных состязаний, которые должны были заменять собой войны. Большая часть территориальных споров стала решаться путем поединков между выдвинутыми правителями командами.
При этом со временем нам удалось заменить эти кровавые битвы на бескровные соревнования спортсменов, гонки колесниц, метание боевых дисков, стрельбу лучников по мишеням. Вместо бессмысленной траты сил на внутренние войны мы создали сборную армию героев, в которую могли попасть победители территориальных игр. Попавшие в армию проходили специальное обучение и участвовали в регулярных тренировках. Эту армию мы использовали для расширения Айкумены. Постепенно новые дикие племена попадали в сферу нашего влияния. Походы сборной армии против варварских племен постоянно увеличивали площадь цивилизованных территорий. На всех новых землях строились оракулы. Организованный нами совет правителей выносил решение о принятии новых членов, признавая полномочия присоединившихся к нам князей. Статус членов совета возрос настолько, что некоторые князья варваров присоединялись к нам без военных действий, лишь бы присоединиться к совету. На всей территории Айкумены мы внедряли представления о роскоши и комфорте, вводили в обиход новые предметы, пропагандировали здоровый образ жизни и комфорт, успешно сформировали круг новой аристократии и внедрили дуэльный кодекс. Аристократы из богатых домов имели хорошее вооружение и с детства проходили специальную военную подготовку. В результате мы получили прекрасно обученных офицеров и отряды высококлассной конницы. Наличие богатых аристократов позволило нам заняться изготовлением дорогого и роскошного вооружения. По всей Айкумене мы начали создавать оружейные мастерские, для которых подготовили мастеров-оружейников. Преподавателями в школе оружейников были гномы. Они разработали дизайн нескольких типов вооружения и начали внедрять эти разработки во всех мастерских. Через некоторое время мастерские различных княжеств стали создавать собственный дизайн. И в результате можно было отличить воинов одного княжества от другого. Наличие большой армии потребовало больших запасов продовольствия. Земледелие и скотоводство было у варваров в зачаточном состоянии. Мы заключили договор с альвами, которые открыли у нас генетическую школу. Ее выпускники и агрономы и зоотехники быстро изменили технологию производства пищи. Появилась кулинарная школа, специализирующаяся на разработке набора основных блюд. Школа производила поваров-заготовителей, которые готовили специальные походные пайки для армии. Попутно она выпускала поваров для трактиров и таверн, которые быстро распространились по Айкумене. В каждой таверне действовали краткосрочные курсы для домохозяек. Отдельное и очень важное направление включало в себя виноградарство и виноделие. Мы создали культ, который из малого и второстепенного быстро вырос в один из важнейших. Вино в специальных глиняных бутылках было ценным предметом экспорта. Княжества соревновались в выведении сортов винограда и создании на их базе новых видов вина. В каждом анклаве стали праздновать сбор урожая винограда. Праздники проходили с дегустацией старых запасов вина и сопровождались театрализованными шествиями. Княжества соревновались в пышности празднеств, хвастаясь друг перед другом накопленными богатствами. Варвары из-за границ Айкумены приезжали на эти праздники и завидовали невиданной роскоши. Это подталкивало их присоединиться к союзу государств. Между тем, приглашенные нами гномы создали школу архитекторов. В этой школе обучали строителей и разработали несколько вариантов типовой постройки городов. Благодаря стараниям выпускников этой школы все города Айкумены были похожи как две капли воды. На заседании совета школы было решено в каждом городе сооружать храм в честь одного из бессмертных богов. Храмы строились каждый по своему проекту и составляли лицо города. Каждый анклав стремился превзойти роскошью храмы соседей. Получив опыт в постройке храмов, архитекторы приступили к постройке дворцов для князей и даже индивидуальных домов для богатых семейств. Типовые города приобрели индивидуальные черты и стали значительно отличаться друг от друга. С появлением аристократии увеличился и срок жизни людей. Если раньше граждане Айкумены доживали в среднем до 40 лет и благополучно гибли в многочисленных войнах или от эпидемий, то теперь многие доживали до 60 и, естественно, нуждались в каком-то лечении. Были созданы отдельный культ и корпорация целителей. Альвы создали школу и обучали будущих лекарей.
Были составлены каталоги с описанием заболеваний и справочники лекарств. Рядом с каждым крупным городом были разбиты парки и огороды, предназначенные для нужд целительства. Выпускники лекарских школ создавали аптеки, в которых можно было приобрести готовые формы лекарств. Большое распространение получили кремы, мази и массажные масла. Ученики школ, имеющие хотя бы частичную генетику альвов, могли выращивать растения с требуемыми свойствами или использовать выращенные деревья для лечения и омолаживания богатых пациентов. Постепенно целительство превратилось в весьма прибыльную профессию, а здоровье – в ценный ресурс. Интересно, что варвары все время наблюдали за событиями, происходившими в Айкумене. Одно время они тоже увлеклись виноградарством, потом стали возводить какие-то сооружения, затем вдруг увлеклись созданием каких-то никому непонятных снадобий. Каждый туземный князек мечтал совершить технологический прорыв и обогатиться. Возможность участвовать в общем рынке стала очень важным стимулом для присоединения к Айкумене варварских княжеств. Кроме прочих преференций, они получали охрану силами нашей сборной армии.